Всем привет! В этом ролике мы поговорим на две разные темы. Первая тема будет касаться приложения сообщения. В нем я покажу вам пару интересных настроек, в которые, скорее всего, большинство из вас даже не заходило. А во-вторых, поговорим вот о таком телефоне. Это Sony Xperia 1 Mark 6. Не так давно он вышел, и если быть конкретнее, я покажу вам, как от него установить живые обои практически на все Android-телефоны. Так или иначе, все мы пользуемся вот таким приложением. Это сообщение от Google. Да, сейчас практически никто не переписывается смс-ками через это приложение, так как есть такие приложения, как Telegram, WhatsApp и так далее. Но все же у большинства пользователей, если зайти в это приложение, мы увидим, как много смс приходит к вам на телефон. Это могут быть различные рекламные смс, коды подтверждения и так далее. Смотрите, если в правом верхнем углу нажать иконку нашего профиля, здесь зайдем в настройки приложения. Далее колонка «Общие». В эти настройки мало кто заходит, но здесь есть два интересных пункта. И первый пункт – это защита от спама. Но не торопитесь так быстро включать эту галочку, посмотрите, что Google нам о ней пишет. Чтобы обнаруживать спам, приложение сообщения отправляет в Google некоторые данные о ваших переписках, но не их содержимое и не ваш номер. Нажимаем подробнее. Google пишут, как мы защищаем ваши данные. Когда функция защиты от спама включена, приложение Google Сообщения использует модели машинного обучения на вашем устройстве, которые позволяют обнаружить известные закономерности в сообщениях. Когда эта функция включена, происходит целый алгоритм. В Google отправляются части ваших сообщений. Об этом здесь и написано. В общем-то, я пробовал включать и отключать эту галочку. Если ее отключить, то я не заметил, что приходит какой-то спам. Так же, как и со включенной галочкой. Но по сути, когда вы ее включаете, Google четко нам пишет, что происходит отслеживание действий и отправка фрагментов ваших сообщений на их сервера. В общем, на своем телефоне я всегда борюсь с отслеживанием и отключаю вот такие функции. Повторюсь, что я ее отключал и тестировал. Спам как не приходил, так и не приходит. К слову говоря, на моем канале много вот таких подобных видео. Можете поискать, если вам это интересно. Ну а мы пока шагнем назад. Отмечу такую функцию. Google примерно 1,5 года назад заявляла, что они обновят это приложение и добавят сюда функцию автоматического удаления. Но, к сожалению, насколько я знаю, эту функцию добавили только в Индии и в США. А ведь данная функция была бы очень полезна. Я уверен, что у многих из вас, так же как и у меня, здесь висит много ненужных сообщений. Они просто здесь накапливаются, у кого-то даже годами. Но по сути они нам не нужны. К сожалению, как я уже сказал, в наш регион не завезли такую функцию автоудаления. Но смотрите, что я делаю. Я захожу вот в эту вкладку «Жесты». Выбираю «Провести вправо», ставлю здесь удаление. Теперь вновь появившийся чат не нужно удерживать, а потом нажимать «Удалить». Я просто одной рукой могу смахнуть его и нажать «Удалить». Отмечу, что это относится не к полной чистке, так как если у вас скопилось очень много сообщений, можно их вот так выделить и нажать «Удалить». Я показал это для того, когда вам приходит смс, чтобы вы быстро ее смахивали и удаляли. Это очень удобно. Двигаемся далее. В начале ролика я упоминал такой телефон, который называется Sony Xperia 1 Mark 6. Данный телефон недавно был выпущен компанией Sony. Ценник у него весьма недешевый, в районе 100 тысяч рублей. Вот такие живые обои в этом телефоне идут из коробки. Сейчас покажу, как их установить практически на все Android-телефоны. В моем телеграм-канале вам понадобится скачать вот такие 4 файла. Это и есть живые обои. Кстати, в своем телеграм-канале я выкладываю много живых обоев, например, вот эти. Вот так они выглядят. Ссылка на обои Sony Xperia будет в описании под этим роликом. Также не забывайте подписываться на мой телеграм, там я выкладываю много интересного. Итак, мы просто устанавливаем какую-то обоину. Далее нам понадобится вот такое приложение, называется «Стили и обои», оно же Google Обои. На него также ссылка будет в описании под этим роликом. Заходим в него, находим живые обои. Здесь находим установленные обои, нажимаем на них. Установить как обои главный экран и экран блокировки.
Блокируем телефон, а потом его разблокируем. Получается вот такой эффект. Конечно же, стоит отметить, что Sony Xperia 1 Mark VI очень дорогой телефон и стильный. Также видно, что дизайнер этих обоев очень постарался. При этом, как вы заметили, анимация здесь минимальная, так что они практически не будут подъедать вашу батарею. Также в моем телеграм-канале вместе с этими обоями вы сможете найти видеоинструкцию, как сделать вот такой погодный эффект на экран блокировки. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки этому видео, подписывайтесь на мой YouTube канал, на мой телеграм-канал. Если будут какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, постараюсь помочь. Как всегда, желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. Увидимся в следующих роликах. Пока-пока.